Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем весенние гиацинты. Гиацинт – весенний цветок. Он выражает чувство, чувственность, любовь и верность. Также гиацинт олицетворяет высокий социальный статус и благосостояние. Приступаем к написанию цветов. Наберем на кисть сначала нежно-розовый оттенок и, прижимая кисть от кончика до середины, мы оставляем мазок. Делаем легкий мазок легким движением. У гиацинта 6 лепестков, и все они тянутся к центру. Поэтому мы, двигая кисть по кругу, именно кисть и руку, а не лист бумаги, отображаем эти 6 лепестков легким, быстрым мазком, прикосновением кисти к бумаге, прижимая кисть от кончика до середины, делая эти мазки по кругу, обращаясь к единому центру. Соответственно, какие-то из цветов нам будут видны в каком-то другом ракурсе. Тогда мы отображаем только несколько из них, например, боком 3 лепестка или 4 лепестка. В общем, мы сейчас рисуем массу цветов. Затем, когда мы будем прорисовывать контуры, мы будем выявлять эти цветы из общей массы. Поэтому не смущайтесь от того, что их пока видно весьма абстрактно. Также гиацинт, когда он еще, можно сказать, совсем зеленый в прямом и переносном смысле этого слова, представляет из себя вот такую конструкцию. Мы набираем зеленый оттенок, светлый или немного темный, и оставляем кончиком кисти просто отпечатки сверху вниз. Можно сказать, что даже в виде некого треугольника сверху вниз. Делаем это в нескольких местах, чтобы показать развитие цветка от его начала цветения до пышного цветения. Теперь возьмем оттенок голубого. Как мы знаем, гиацинты могут быть совершенно абсолютно многообразных цветов: голубых, сиреневых, фиолетовых, синих, розовых и белых. Если вы захотите рисовать белый гиацинт, то это просто делается контуром. Тогда вы просто набираете нежно-голубой оттенок или слегка синий или черный на самый кончик кисти или на тонкую кисть и просто делаете контурные цветы. Мы же сегодня отображаем гиацинт во всем буйстве возможных красок. Итак, теперь набираем оттенок синего и тем же самым способом, теми самыми же мазками, о которых мы говорили прежде, рисуем уже синие гиацинты. Теперь перейдем к сиреневому цвету. Те же самые мазки. Прижимаем иногда только кончик кисти, иногда от кончика до середины кисти, и по кругу оставляем легкие мазки, стремящиеся к центру. Когда цветок видно не целиком, тогда, соответственно, только часть. Но не волнуйтесь, если просто получится у вас в некоторых местах какие-то непонятные пятна. Эти пятна могут потом очень выразительно выделиться в виде контура. И один из гиацинтов мы отобразим внизу, лежащим под горшком. Горшок мы будем рисовать позже, он тоже отдельная история, он будет очень красивым. Мы сейчас прорисуем гиацинт, который будет у нас наготове к посадке и покажет нам даже свою луковицу. И подрисуем еще совсем молоденький. И к нему тоже потом подрисуем луковицу. И так продолжаем наполнять наш будущий горшок, который мы нарисуем, распустившимися гиацинтами. В Риме гиацинт был символом весны, символом богини Флоры. Поэтому в Риме весной, когда наступал праздник весны богини Флоры, то статуи этой богини украшали
гиацинтами. Они были в этом деле фаворитами, и девушки вплетали себе в волосы цветы гиацинтов, чтобы привлечь внимание противоположной половины, поскольку именно в этот праздник тогда молодые влюбленные могли объясниться друг другу. Так что не зря гиацинт – это символ любви, выражение чувств и верности. Потом уже в Средневековье гиацинт использовали для выражения чувств. Именно дарили цветы гиацинта, чтобы выразить свои чувства, также руководствуясь символикой цвета. Мы же с вами прорисовываем листья. Набрав оттенок зеленого, мы прижимаем кисть от кончика до самой пяточки и ведем кисть снизу вверх, либо прямо, либо загибая, в зависимости от того, какой нам нужен лист. Листья гиацинта, они как бы обрамляют его и стремятся к единому центру, туда, где, собственно говоря, у гиацинта находятся луковицы, которые мы с вами позже прорисуем. А вот, собственно говоря, и луковица. Поскольку наши гиацинты будут уже посажены в землю, нам будет видна только ее часть. Набрав оттенок коричневого, прижимая кисть от кончика до середины, мы просто оставляем вот такие вот отпечатки кисти, обозначающие форму луковицы. И у наших еще не посаженных гиацинтов мы луковицу прорисуем. Просто рисуем обычную луковицу. Прижимаем кисть от кончика до пяточки и ведем закругленный дугообразный мазок, описывая луковицу. Теперь почва. Набрав оттенок темно-коричневого, мы прижимаем кисть от кончика до самой пяточки к бумаге, просто оставляя отпечатки. Так мы прорисуем почву. А теперь тот самый горшок. Сначала сделаем ему форму, придадим ему форму. Берем синий, оттенок синего и самым кончиком кисти просто намечаем форму будущего горшка. Это то, что нам понадобится в данный момент. За это время прорисованные нами цветы уже подсохли, и мы переходим к контуру. Начнем с нежно-голубых. Набрав более активный голубой оттенок на тонкую малую кисть, я рисую контур. Просто из этой массы пятен я начинаю глазом выбирать цветы и прорисовывать их. 6 лепестков у гиацинта, не забываем об этом, и немного меняем ракурсы. Гиацинт достаточно пышный цветок, поэтому здесь цветы видны массой, и глаз их воспринимает массой, так что можно очень сильно не волноваться о том, как именно прорисован цветок или контур. Просто опишите его кончиком кисти. И не забудьте про точку в середине. Также мы поступаем и со всеми остальными цветами гиацинта, подбирая контур просто более темный к тому оттенку, какой, собственно, мы использовали для написания самого цветка. Если это был синий, то берем темно-синий, если был фиолетовый, то берем темно-фиолетовый. Соответственно, если мы взяли розовый, то мы берем более активный розовый. Или же можно было даже взять оттенок красного. И вот вы видите, что благодаря контуру цветы у нас сразу заиграли. Контур, он делает картину более детальной, более аккуратной и более нежной и выразительной. Теперь точно так же мы поступим и с листьями гиацинта. Мы тоже обведем их контуром. То же самое малой кистью, набрав на нее темный оттенок зеленого, мы просто обводим уже существующие, прорисованные нами прежде листы. Так поступаем со всеми цветами гиацинта, не забывая про два нижние и еще не посаженные цветка. И все-таки давайте с вами немного выделим и сами луковицы. По тому же самому принципу контуром, набрав темно-коричневый оттенок, мы просто опишем ту луковицу, которую видно, и те самые, которые у нас видны целиком, которые не посажены, лежат внизу. У них мы с вами сейчас еще подрисуем и корни. Конечно же, луковица должна была уже пустить корни, иначе как бы пророс цветок. Черным цветом, той же самой малой контурной кистью мы прорисовываем
контуром корешки. Они у нас выглядят закручено. Ну, конечно, я думаю, что все в руках когда-нибудь держали обычный лук. Корни лука ничем не отличаются от корней гиацинта. Я имею в виду зеленого лука, да и обычного лука тоже. Теперь переходим к горшку. Набрав синий цвет, достаточно водянистый, я намечаю цветы, которые будут нарисованы на нашем бело-голубом горшке в азиатском стиле. Просто пока что я оставляю пятна. Здесь будут далее нарисованы пионы. Можно, собственно говоря, просто оставить пятно, что мы и делаем. Мы с вами сейчас оставляем пятно, и затем будем на этом пятне впоследствии, когда оно подсохнет, делать уже прорисовку. Наметим несколько пятен для будущих пионов. И нарисуем еще какую-нибудь красивую птицу. Здесь уже немножечко придется наметить форму почетче, но тем же самым водянистым синим. Мы намечаем птицу, ее голову, крыло и хвост. И подведем кайму у горшка. Прижав кисть от кончика до самой пяточки, мы проводим линию. Уже на подсохшие пятна мы с вами наносим активный синий цвет, поставив несколько точек в середине и наметив ее, где располагаются у цветка тычинки, мы теперь контуром просто обводим лепестки. И затем мы эти лепестки с вами немного заполним активным синим цветом у их основания, точнее того самого места, где лепесток стремится к середине цветка, мы просто немного заполним более активным синим цветом. Просто прикосновением кисти, поскольку там еще будет достаточно водянисто, и краска сама разойдется в прежде уже прорисованном пятне. По тому же самому принципу мы поступим со всеми остальными цветками на горшке. И теперь птица. Просто обведем ее контуром, не забудем подрисовать ей клюв и глаз, соответственно, крылья, и на крыле выделим несколько перьев и перья хвоста. Обведем и чуть-чуть немного затонируем темным синим цветом. Подрисуем ей белое брюшко контуром, и, конечно же, у нее должны быть ноги. Просто рисуем кончиком кисти и переходим к почве. Тем же самым водянистым синим мы, просто прикасаясь кончиком кисти к бумаге, оставляем вот такие вот расплывы. Поскольку я рисую на рисовой бумаге, она достаточно сильной текучести, то краска сама без проблем расплывается по бумаге, распространяется по ней. И активным темным синим цветом мы прорисуем таким образом с вами листья. Я работаю малой кистью, потому что просто боюсь напортачить. Вы можете взять кисти побольше. Итак, теперь сделаем кайму. Мы сделаем ее в виде гиацинта, просто орнаментного гиацинта. 4 лепестка нарисуем и в середине сделаем точку. И очень горшок будет как раз совпадать с нашими гиацинтами. Теперь подведем кайму контуром темно-синего цвета. И последние штрихи. Наша композиция весенних гиацинтов готова. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, что бы еще вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.